Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Помните, что 100 тысяч очень качественных запчастей ждут вас прямо здесь, на Домбровской, 15. Так что звоните нам, пишите, а также заходите на наш сайт и заказывайте. Также у нас есть быстрая доставочка. Не успели отметить Новый год и сразу в бой. Вы просили Saab. Итак, встречаем Saab B207E. Saab 9.3 спорт-седан, созданный на основе Opel Vectra C, и мотор ему достались соответствующие, спроектированные инженерами GM. Никакого отношения к шведскому автопрому эти моторы не имеют. Но именно шведам, скорее всего, пришла идея надуть его турбиной. Мотор B207 под капотом Saab является аналогом опелевского мотора Z20net, созданного на основе атмосферного мотора объемом 2,2 литра. У него алюминиевый блок с чугунными гильзами, фазовращатели отсутствуют, но есть модуль балансирных валов, приводимый в движение отдельной цепью. Двигатель получился надежным, даже надежнее, чем его прародитель. Но есть некоторые нюансы, о которых мы вам сейчас расскажем. Мы разбираем мотор Saab 9.3 2005 года с пробегом 210 тысяч километров, мощностью 150 лошадиных сил. Это наименее мощная версия, но от более мощных она отличается лишь прошивкой и турбиной. И мы сразу вам расскажем о турбинах. Так как у нас она с мотора снята, а в «АвтоСтронге» есть все, мы покажем вам два варианта. В зависимости от года выпуска и мощности на моторы B207 устанавливались турбины Mitsubishi либо Garrett. На 210-сильные версии устанавливалась турбина Mitsubishi TD0414T, прям как на моторах Volvo, только с другими фланцами и изгибами трубок. А на менее мощные версии 150 и 175 лошадиных сил до 2006 года ставилась турбина Garrett GT2052, а затем та же Mitsubishi, только TD0411K. Кстати, на менее мощный двигатель можно поставить топовую турбину от Aero, перепрошить блок прошивкой и получить мощность 210 лошадиных сил. На улитках обоих турбин установлены перепускные клапаны, служащие для стравливания лишнего давления наддува при закрытии дроссельной заслонки. Эти клапаны являются основной причиной недодува турбины, то есть мотор теряет в мощности и едет как атмосферник. В перепускном клапане просто рвется мембрана. Для турбин Mitsubishi предлагается оригинальный ремкомплект этой мембраны, и это стоит недорого. Для турбин Garrett ремкомплекта нет, и надо покупать перепускной клапан в сборе, но подходит ремкомплект от Wolf 700 и 900 серий. Хотя некоторым умелым ручкам удается заклеить эти мембраны и еще поездить. Также проблема недодува турбины может быть вызвана электровакуумным клапаном, который управляет байпасом. То есть, если мы двигатель перезапускаем и он начинает тянуть нормально, то проблема точно в нем. Также недодув может быть из-за неисправности реле вентилятора. Перегорает первая скорость, и тогда мозги режут наддув. Еще одна характерная неисправность двигателя B207 – это выход из строя бензонасоса. Может выйти из строя моторчик, либо забиться приемная сетка. Чаще всего это происходит из-за использования некачественного топлива. Симптомы проявляются жарким летом. Машина дергается, обороты плавают, двигатель глохнет. Приходится менять весь модуль погружного насоса. Датчик положения коленвала не очень надежный. При выходе его из строя машина просто не заводится, глохнет на ходу, а также не заводится на горячую. Но эта неисправность очень хорошо диагностируется. Мозги здесь стоят в неудачном месте и перегреваются. При пробеге в 250 тысяч километров они просто выходят из строя. Но изначально диагностируется неисправность цепи всех форсунок, двигатель троит, глохнет, испускает белый дым, и мозги не чинятся. Их приходится менять на новые, либо БУ. Но вы знаете, где купить хорошие БУ мозги для Saab. Конечно, в «АвтоСтронге». Симптомы загрязнения электронной дроссельной заслонки очень хорошо известны. Плавают обороты, отклики на газ становятся вялыми, увеличивается расход топлива и падает тяга. Однако чистка дросселя на моторе B207 не всегда помогает, потому что в сервоприводе часто изнашивается и лопаются шестерни, и поэтому приходится менять весь узел целиком.
Клапан вентиляции картерных газов погружен во впускной коллектор. При выходе его из строя клапан продувается в обе стороны, что нарушает вентиляцию. При этом двигатель теряет в тяге, вяло откликается на газ и наблюдается течь масла по всем сальникам. И еще один признак неисправности клапана вентиляции картерных газов – это присутствие масла во впуске. Ну и как видите, для замены этого несчастного маленького клапана приходится снимать весь впускной коллектор. Справедливости ради, надо сказать, что с катушками и модулем зажигания практически никогда ничего не случается. Два распредвала, 4 клапана на цилиндр, роликовые рычаги и отсутствуют фазовращатели. В принципе, точно так же отсутствует, как и регулярная замена масла в этом моторе. Но, несмотря на это, кулачки у нас выжили и в приличном состоянии. Двигатель B207 оснащен двумя цепями. Внутренняя цепь – это цепь балансирных валов, внешняя цепь – это цепь ГРМ. Ходят обычно эти цепи примерно 200 тысяч километров. Признаки растяжения цепи – это цоканье, громыхание, также шелест при холодном запуске двигателя. Приходится менять обе цепи, шестерни, натяжители, башмаки, и это обходится в копеечку. Это самое неприятное обстоятельство во владении этим двигателем. Пренебрегая посторонними шумами, можно доездиться до того, что растянутая цепь будет гнать стружку. Стружка будет образовываться от трения с изношенными шестернями. Эта стружка может попасть в маслонасос, что приведет к задирам на вкладышах. Также растянутая цепь может перескочить. Это приведет к тому, что клапана и поршни встретятся, клапана загнутся и поломается часть рокеров. Блок в этом двигателе алюминиевый, хорошо видны толстостенные гильзы, хон присутствует, задиров нет. Ну и, как правило, с цилиндропоршневой группой этого двигателя практически никогда ничего не случается. Чтобы элегантно, а главное с комфортом снять поршни, сначала мы снимем постель коленвала, тем более, что здесь она является нижней частью блока. Ну все, снимай. Паша. А коренным вкладышем пришел пушной зверек. Неудивительно, с таким-то маслом. Пушной зверек никогда не приходит один. И, как мы видим, писец пришел к коленвалу.
То есть задиры и борозды на коренных шейках капитальные. Несмотря на то, что масляный серый составлял желать лучшего, маслосъемные кольца справились, не залегли и не закоксовались. Также компрессионные кольца подвижны, ну а шатунные вкладыши здесь пострадали, но не так сильно, как коренные. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали Джема сабовский мотор. В принципе, мотор надежный и не капризный, только помните, меняйте масло и цепи вовремя. Компания «АвтоСтронг» поздравляет вас со всеми новогодними праздниками и желает вам всего самого наилучшего в новом году и меньше поломок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, заходите на наши соцсети, участвуйте в наших новогодних акциях и помните, с вами была компания «АвтоСтронг».